Еще до выхода Dragon Age Veilguard стала самой противоречивой игрой последних лет, по многим причинам. Свое мнение я описал в превью, и вот пару дней назад появились первые оценки и рецензии. Игра набрала чуть больше 80 баллов на агрегаторах, и, по правде говоря, примерно такого результата я и ожидал. Однако есть странность во всем этом. Я открыт к Veilguard в общем и целом, и если игра вышла хорошая, то так тому и быть, но меня не покидает какая-то недосказанность и противоречивость в рецензиях и оценках. Подсознательно есть сомнения до сих пор. Не хочу скатываться в негатив, просто вы должны знать, что все не так просто с оценками. Как мы знаем, на этапе превью EA старательно формировала позитивное общественное мнение, тщательно выбирая людей для этих превью, которые бы не высказывались по игре в преимущественно негативном ключе. Кому-то EA совершенно точно платила за позитивное мнение. По большому счету, это довольно обычная практика в большом бизнесе, ничего удивительного. Однако вышли хвалебные итоговые рецензии, и сразу несколько больших каналов заявили о том, что им не достались ревью-копии Veilguard. Ревью-копии обычно рассылают за пару недель до выхода игры, чтобы обзорщики успели ее пройти и выпустить рецензии. Так вот, ребятам с сотнями тысяч и миллионами аудиторий, в числе которых Люк Стивенс, Legacy Kill HD, Fexter Life, Woolhard, ну и другие, которые известны своими достаточно справедливыми и относительно честными рецензиями, ревью-копии игры не достались. Подобная ситуация была также с Cyberpunk на выходе, когда тоже была история с выборочной рассылкой предрелизной игры. Все мы помним, чем это обернулось для репутации CD Projekt Red. Но не суть. Суть в том, насколько диаметрально противоположные рецензии на игру получились. Есть много десяток и есть шестерки-семерки. И это среди одобренных EA рецензентов. Среди безопасных обзорщиков, выборочных. Обычное дело, скажете вы. Но окей. Я посмотрел порядка 5 рецензий позитивных. Хвалят графику, боевку, сюжет персонажей, диалоги. Говорят, что BioWare вернулись к былой славе. Ругают лишь игнорирование выборов из предыдущих игр серии, за исключением Инквизиции, из которой можно перенести лишь 3 выбора. Также ругают практически полное отсутствие ролевого отыгрыша главного героя, в случае, если вы предпочитаете быть злодеем. То есть, что бы вы ни выбрали в вариантах ответа, ваш герой все равно будет либо положительным, либо нейтрально положительным. Ну хорошо, не самые приятные моменты, но не критичные для общего восприятия игры. Но тут я перешел к видео уже упомянутых людей без ревью-копий. И все они в один голос говорят о том, что EA играет безопасно и целенаправленно рассылает копии игры отобранным пиар-отделом безопасным журналистам, которые не будут говорить о Veilguard в откровенно негативном ключе. Да, вы можете возразить, что все рецензенты одинаковые, а эти просто обижаются, что им чемоданы не занесли и не выслали ревью-копии. Все возможно в этом странном современном мире, но, по правде говоря, я склонен верить названным выше ютуберам. Их мнение зачастую совпадает с моим, по крайней мере, как минимум я кое-что намотал на ус. Совершенно точно у EA была стратегия завысить оценку игре на начальном этапе до релиза. Слишком много людей в открытую об этом говорят и пишут, чтобы этот факт игнорировать. Очевидно, что это не совместная акция ютуберов в ответ на обиду за то, что им не выдали ревью-копии. Это работа огромной корпорации в действии по манипулированию общественным мнением. Ну а далее я наткнулся на рецензии 2 уважаемых мною каналов, которые ревью-копии, в общем-то, получили и имели возможность игру пройти. Это Skill Up и Mr. Matty Plays. И тут волосы на голове немного зашевелились. У Skill Up вышла просто разгромная рецензия, в которой он разнес Veilguard в пух и прах. Он не ставит оценки в числовом эквиваленте, но если бы ставил, это была бы 3 или 4. Dragon Age Veilguard — колоссальное разочарование, не могу сказать никак иначе. Я потратил 50 часов на игру, и это время, которое я отчаянно хотел бы вернуть обратно. У меня появились сомнения на отметке в 10 часов. На 20 часах игры они начали укореняться, но оставшиеся 30 часов были просто мучительно болезненными, поскольку меня заставили страдать в бесконечной трясине банальности, коей и является Dragon Age Veilguard. Это большее разочарование, чем был Anthem. Ругает практически все, кроме окружения, которое вышло довольно убедительным и атмосферным. Ругает безопасный сюжет, без какой-либо смелости и интриги, где нет места недосказанности, где все разжевывают как для малышей. Безопасность и бесхребетность практически во всех аспектах. Невзрачных бесконфликтных персонажей. Диалоги как будто написаны для детей для передачи «Улица Сезам».
Персонажи говорят так, как будто рядом с ними за кадром стоит пиар-отдел и контролирует, что им можно говорить, а что нет. Отсутствие значимых выборов в этих диалогах, мультяшную графику, игривый легкий тон повествования, который абсолютно не к месту, стилизованные модели персонажей, лицевые анимации, не передающие эмоции, однообразную боевку, глупые загадки, однообразие в исследовании, театральную в плохом смысле озвучку, ну и так далее. Это такой контраст с теми позитивными рецензиями, что я смотрел до этого, что даже не верится, как так может быть. Потом следом я посмотрел обзор от Matty Plays, и все примерно то же самое, но чуть мягче. Из плюсов выделил последние пару часов игры, отметив, что если бы вся игра была на таком уровне, то разговор был бы совсем другой. Но в целом Мэтти назвал игру полным разочарованием, к сожалению. Я рассказывал об этой игре годами, еще до того, как она была известна как Dread Wolf. С тех времен, когда игра была лишь идеей на бумаге. Я был в предвкушении того, что сможет сотворить BioWare. Но, к сожалению, после прохождения Veilguard, это одна из самых разочаровывающих игр, в которые я играл. Не буду говорить, что за все время, потому что не хочу преувеличивать, но эмоции, которые я испытывал за время обзора, не похожи ни на что я когда-либо испытывал. Это было странно. Это было очень грустно, проходить ее час за часом и понимать, как игра меня расстроила. К чему эти примеры? К тому, что после выхода нас ждет еще волна рецензий от неблагосклонных для EA обзорщиков, мнение которых также стоило бы принять во внимание. И хотелось бы, чтобы это мы узнали не после выхода игры, когда уже предзаказы оформлены и позитивные рецензии просмотрены, а до выхода. Я все больше склоняюсь ко мнению, что оценки были сформированы искусственно, и это просто ужасный прецедент. Огромное количество людей ждет игру, и фанаты достойны того, чтобы знать правду до того, как игра уже куплена, достойны делать выбор на основе разных мнений, а не избранных лояльных голосов. Заглушать неугодных нехорошо, и совершенно точно не сыграет в долгосрочной перспективе на руку ни EA, ни BioWare, ни сериям Dragon Age и Mass Effect. Что касается лично меня, завтра игра выйдет, попробую, конечно, все еще верю, что играть может быть интересно. Но осадочек есть от действий EA. Развитие этой ситуации совершенно точно последует после релиза, когда люди сами смогут прощупать Dragon Age Veilguard от и до. Ну а на этом у меня все. Это канал Платоси. Всех обнял, мира и добра вам. Пока.